На мутной воде стояла тишина, нарушаемая только жужжанием насекомых и криками обезьян вдалеке. Когда оператор приближался к краю лодки, он и представить не мог, что станет свидетелем одного из самых жутких кадров в истории. Из-под поверхности вынырнула тень, длиной больше, чем вся их лодка. Это была змея. Настоящая, гигантская, зеленая анаконда. Камера лишь мельком зафиксировала ее, когда она скользнула рядом, и на короткий момент стало понятно. Это не что-то обычное. Это было нечто, что по размерам легко могло бы перевернуть их лодку одним движением. Та запись попала в интернет, вызвав бурю споров. Кто-то кричал, что это монтаж, кто-то, что это вовсе не змея, а плавник или кусок дерева. Но затем всплыли другие кадры. От местных жителей, от рыбаков, от исследователей. Все они показывали одно и то же. В Амазонке водится существо невероятных размеров. Не что-то мифическое, а вполне реальное, живое, опасное. Эта анаконда была не просто крупной. По прикидкам биологов, если размеры на видео точны, она могла достигать почти 100 футов в длину, то есть быть в 2-3 раза длиннее самого большого официально зафиксированного змея на Земле. И если такие создания действительно живут в зарослях тропиков, сколько еще подобных монстров скрывается от глаз? Только вот эта история далеко не самая странная. Один дайвер спустился в воды и оказался лицом к лицу с таким монстром, от которого даже камера не спасла. Они отправились на съемки нового подводного документального проекта «Исследовать малопроходимую реку в Южной Америке». Один из дайверов, Джо, был опытным. Он знал, как справляться с течением, не бояться мутной воды и сохранять спокойствие. Но на этот раз его ждало нечто иное. Во время второго погружения он заметил странную тень. Сначала решил, что это ствол дерева, но когда ствол начал двигаться, все стало ясно. Это было живое существо. Оно медленно скользило по дну, и только когда Джо посмотрел на экран камеры, он понял масштабы. Оно было длиннее школьного автобуса, толщина туловища, как у взрослого человека в бронежилете. И глаза. Холодные, черные, пристальные. Он резко всплыл. На берегу все были в шоке. Запись сохранилась, но на кадрах видна лишь часть тела. Зато ясно одно. Если бы он оказался на пару футов ближе, возвращение на поверхность могло не быть. Эти кадры стали сенсацией среди биологов и криптозоологов. Кто-то утверждал, что это просто анаконда, но большинство согласились. Размеры превышают все известные виды. И где-то там, в глубинах, живет нечто гораздо большее, чем мы привыкли себе представлять. Однако то, что попало в объектив камеры одного охотника в джунглях, и вовсе не поддается никакому объяснению. Эти кадры были сделаны случайно, охотник установил камеру, чтобы отследить передвижение оленей. Но вместо мирных животных он зафиксировал ужас. На фоне деревьев, как будто из ниоткуда, показалась длинная изогнутая тень. Она двигалась слишком плавно и точно, чтобы быть ветром. Это было что-то живое. Камера зафиксировала лишь силуэт, но видно, как сквозь густые лианы и кусты ползет что-то колоссальное. Биологи, изучавшие запись, долго спорили. Не похоже на анаконду. Движения другие. Контуры странные. Некоторые кадры показывают, что у существа на спине есть нечто вроде выступов или щетины. Другие уверяли, что это вовсе не змея, а древний вид рептилии, который, по всем научным данным, вымер сотни миллионов лет назад. Но самое жуткое — это конец записи. Камера внезапно отключается, хотя батарея была полна. Кто-то считает, что существо заметило устройство, а кто-то, что рядом находилось нечто еще более страшное. И если вам кажется, что все это похоже на сказку, то история, в которой змея глотает человека целиком, вообще звучит как кошмар. Но это уже не байка? Однажды утром в небольшой индонезийской деревне местные жители не досчитались одного человека. Мужчина ушел вечером проверить поля и не вернулся. На следующее утро начались поиски, и вскоре был найден не он, а огромный питон с раздутым брюхом. Мужчины вытащили змею на открытое место, и то, что они обнаружили внутри, повергло в шок. Это было тело пропавшего мужчины. Целое, поглощенное полностью. Эта история попала в новости по всему миру, и это не единственный случай. В разных уголках Азии и Африки зарегистрированы десятки случаев, когда змеи нападали на людей. Они не убивали из страха. Они глотали, как пищу. Размеры некоторых из этих змей поражают. Более 30 футов в длину, с челюстями, способными раскрываться почти на угол в 180 градусов. И если в джунглях живут змеи таких размеров, кто сказал, что они не вырастут до еще больших масштабов? Тем более, что некоторые кадры, снятые очевидцами, после этого начали загадочным образом исчезать. Кто-то удалял их, а может, не просто кто-то. В
сети всплывало множество загадочных видео, на которых были запечатлены гигантские змеи. Но практически сразу после публикации многие из них удалялись. Страницы исчезали, аккаунты блокировались, оригиналы терялись. Особенно странно то, что некоторые видео якобы загружали местные жители, не имевшие никакого интереса к хайпу. Одно из таких видео было сделано школьником из Малайзии. Он заснял, как огромное тело змеи проскользнуло между деревьями неподалеку от его дома. Запись длится всего несколько секунд. Но это были секунды ужаса. Видна не только сама змея, но и то, как она сбивает дерево одним движением. Через 2 дня видео исчезло с его аккаунта. Местные власти заявили, что это был монтаж. Но ни один специалист не смог доказать подделку. Появились теории, может, кто-то действительно не хочет, чтобы мы знали, что в джунглях живут настоящие титаны? Но если масштабы этих существ еще под вопросом, то следующая история раскладывает все по полочкам. Потому что когда ты ставишь рядом змею и слона, становится ясно, насколько все серьезно. Иногда сложно осознать масштаб, пока не сравнишь. Так вот, если поставить рядом самого крупного официально зарегистрированного питона и взрослого африканского слона, кажется, слон побеждает. Но теперь взгляни на тех, кого фиксировали камеры, но не признали ученые. На одном видео, снятом с дрона над болотами Амазонии, видна змея, которая пересекает мелкую заводь. По ориентирам на земле и деревьям ее длина около 80 футов. А теперь представь, слон чуть более 20. Получается, змея почти в 4 раза длиннее. И если она решит напасть, шансов у слона не так уж много. Но что, если таких существ не единицы? Что, если эти гиганты — потомки доисторических рептилий, которые избежали вымирания, скрывшись в непроходимых дебрях? Все становится еще интереснее, когда мы переносимся в Азию, где местные жители рассказывают о встречах с настоящей змеей-легендой. В горах Китая, у подножия древнего монастыря, уже не одно поколение местных жителей рассказывает об огромной змееподобной твари, что появляется в сезон дождей. По их словам, она обвивает дома, разрушает амбары и уходит так же внезапно, как появляется. Эти рассказы долгое время считались выдумкой, пока на свет не вышли кадры с камер наблюдения, установленных на одной из ферм. На видео видно, как здание словно трясется, а затем из-за хлева появляется гигантское существо. Только часть тела, но и этого достаточно, чтобы оценить масштаб. Оно вдвое больше грузовика и движется с поразительной скоростью. Ученые, к которым попало это видео, не смогли объяснить его. Одни сказали — монтаж, другие — неизвестный вид змей. А местные уверены, это и есть лунный змей, живущий в этих горах веками. Но если даже горы не могут скрыть такого монстра, что же тогда может прятаться под землей? Иногда самые страшные существа не ползают по поверхности. Они ждут под землей, в старых шахтах, пещерах, туннелях. Так случилось с группой исследователей, спустившихся в заброшенную шахту в Юго-Восточной Азии. Они искали редкие минералы, а нашли нечто совершенно другое. Когда один из них зашел в боковой тоннель, он услышал шорох, затем звук, напоминающий тяжелое дыхание. И вот тогда на него посмотрели 2 тускло светящихся глаза. Остальные подбежали на крик, но никого уже не нашли. Исследователи обнаружили только через час. Он лежал в стороне без сознания, весь в пыли. Единственное, что он мог сказать, это была змея, но не такая, как все. Позже, просмотрев запись с налобной камеры, команда увидела короткий, но отчетливый момент. Крупные толстые кольца тела исчезают вглубь шахты. И шипение. Очень долгое, будто предупреждение. С тех пор шахта закрыта, и никто туда не возвращался. Но, как показала практика, и болота умеют хранить свои тайны. Особенно если камеру туда поставить на ночь. Группа энтузиастов установила несколько ночных камер в глухом болоте Луизианы, надеясь заснять аллигаторов, но в одну из ночей произошло нечто странное. Сначала камера зафиксировала странные волны, как будто под водой плывет огромный объект. Затем всплеск, и в кадр попадает фрагмент тела, огромные чешуйки, плотная темная кожа и характерное ползание. На утро они пошли проверять местность. На месте камеры следы, вмятины в земле, вытоптанная трава. Ни один аллигатор не может оставить такой след. Видео разошлось по форумам и почти сразу получила бан. Зрители писали, что это больше похоже на мифического мокасина Грома из легенд индейцев, но один ученый из Техаса признал, на кадрах может быть новый, неучтенный вид змеи, длиной не менее 60 футов. Если болото может породить таких созданий, чего тогда ждать от дикой саванны Африки? На западе Африки есть деревня, где пастухи боятся пасти скот у реки. Там, говорят они, живет нечто. Каждые несколько месяцев кто-то из животных пропадает, причем без следов. Ни крови, ни следов борьбы. Только одинокий звук всплеска ночью. Журналисты, приехавшие на место, стали свидетелями странного случая. Камера зафиксировала, как стадо резко разбегается от воды. Через мгновение из воды выныривает огромное кольцеобразное тело, делает рывок и исчезает. Все длится не более 2 секунд, но и этого достаточно, чтобы ощутить мороз по
коже. Местные уверены, это Нгада, змей, охраняющий воду. По легенде, он живет там с незапамятных времен. Ученые качают головами. Сказки. А вот кадры говорят обратное. Но однажды этот хищник допустил ошибку и попался на крючок. Правда, недолго. История произошла в середине 2000-х в дельте реки Меконг. Местный рыбак по имени Тхань отправился на ночной лов, как обычно. Он использовал крепкие снасти, так как в этих водах иногда попадались крупные самы весом под 100 фунтов. Но в ту ночь снасть натянулась с такой силой, что вырвала шест из креплений, а лодка дернулась, как будто ее зацепил моторный катер. Тхань среагировал моментально, прыгнул в воду и вцепился в снасть. Через минуту он понял, что поймал вовсе не рыбу. Из глубины медленно поднималась массивная змееподобная форма. Он бросил все и поплыл к берегу. Уже на суше он вместе с другими рыбаками пытался вытянуть чудовище. Но снасть оборвалась. Зато один из мужчин успел включить камеру. На записи видно, как из мутной воды поднимается толстое чешуйчатое тело. Его длина видна лишь частично, но по ориентиру не менее 65 футов. И это не анаконда. Слишком узкая голова, совсем другая форма чешуи. Возможно, некая речная змея, о существовании которой мы даже не подозревали. После публикации видео на местном новостном портале ролик был удален без объяснения, а к рыбакам приехали неизвестные в форме и попросили не распространять выдумки. Тхань с тех пор больше на реку не выходил. Но если даже люди сталкивались с этим случайно, то есть те, кто видел подобное при куда более серьезных обстоятельствах. Например, на войне. Во время Вьетнамской войны в джунглях происходило много необъяснимого, но один случай навсегда вошел в неофициальные армейские хроники. Американский вертолет облетал территорию вдоль реки Лаос. Из кабины пилот заметил странное движение среди листвы. Нечто огромное двигалось сквозь деревья, ломая их, как солому. Они сделали разворот и зависли над этим местом. Камера зафиксировала тело гигантской змеи, как минимум 80 футов в длину, с шириной тела почти в 6 футов. Пилот, испугавшись, открыл огонь из пулемета. Снаряды задели существо, оно забилось, затем затаилось. Через несколько секунд оно всплыло и медленно утонуло в воде, оставив после себя красную пену и вздыбленные растения. Командование получило эти кадры, но позже их изъяли, засекретили и официально заявили, что это оптическая иллюзия и паника экипажа. Тем не менее, спустя годы пилот в интервью подтвердил, что видел нечто из доисторической эпохи. Эта история стала одной из самых известных военных тайн, связанных с криптозоологией. Но змееподобные чудовища водятся не только на суше. Настоящие морские титаны скрываются в глубинах, недоступных человеку. Океан покрывает более 70% поверхности Земли, и мы знаем о нем меньше, чем о Марсе. Особенно о его глубинных слоях. И именно там, на невероятных глубинах, по словам редких свидетелей и по непонятным следам на подводных устройствах, обитают существа, напоминающие змей, только в десятки раз крупнее. В 2000-х годах у берегов Новой Зеландии глубоководная камера засняла нечто вытянутое и извивающееся, длиной почти с подводную лодку. Существо двигалось на глубине более 5000 футов. Запись длится всего 7 секунд, но этого достаточно, чтобы понять, это не угорь и не гигантский кальмар. Это было существо с гладкой, сверкающей чешуей и с глазом, сопоставимым по размеру с теннисным мячом. Аналогичные кадры получали японские ученые в районе Марианской впадины. Они засекли сигналы неведомого биологического объекта, скорость которого превышала возможности всех известных рыб и морских млекопитающих. И все это подводит нас к вопросу, какая же змея все-таки была самой длинной из когда-либо замеченных людьми? На юге Бразилии в 2000-х годах группа геологов обнаружила мумифицированное тело гигантской змеи в обрушившемся тоннеле. По их измерениям, длина тела составляла более 100 футов, вес под 5000 фунтов. Чешуя была плотной, почти как броня. По структуре она напоминала древнего титана-змею из плейстоцена, титанофобу. Только вот официально эта змея вымерла десятки тысяч лет назад. Скелет хотели вывести и изучить. Но за 2 дня до прибытия специалистов тоннель вновь обрушился. Когда его вскрыли повторно, тело исчезло. Лишь снимки и отчеты остались. Некоторые предполагают, что это была не окаменелость, а недавно умершее существо. Аналогичный случай был в Индонезии, где в заброшенном храме нашли засохшую шкуру длиной более 90 футов. Опять же, никаких официальных признаний. Только слухи и кадры, которыми делятся между собой местные. Но в конце концов, может, мы слишком зациклились на размере. Ведь бывает, что куда страшнее не самый большой хищник, а тот, кто умеет прятаться и убивать быстро.
В лесах Папуа-Новой Гвинеи жители годами рассказывают о змеях, которые хоть и не достигают гигантских размеров, но невероятно опасны. Их называют ночные удавы. Они почти невидимы в темноте, но умеют атаковать с поразительной точностью и скоростью. Их яд не убивает, а парализует, заставляя жертву оставаться в сознании. Судя по записям очевидцев и следам, эти змеи достигают всего лишь 20 футов в длину, но ведут себя как охотники из кошмаров. Однажды туристическая группа потеряла проводника. Его нашли лишь спустя сутки, сжато обвившимся телом змеи. Когда прибыла помощь, существо уже уползло, а на земле осталась только вмятина, словно от тяжелого троса. Именно такие истории заставляют задуматься. Не всегда нужно быть самым большим, чтобы быть самым опасным. Иногда те, кто меньше, куда страшнее. И если мы до сих пор не изучили их всех, значит, они могут быть куда ближе, чем нам кажется. Заключение. Мир полон живых тайн. Некоторые из них снимаются на камеру, чтобы нас шокировать, другие исчезают, как только всплывают. Но все они говорят об одном. Наша планета все еще прячет чудовищ, о которых мы лишь слышали в легендах. А может и больше.